Напоминаю, что у нас есть каналы в Дзен и в Рутубе. Подписывайтесь на них, так как многие обратили внимание, что YouTube последнее время хандрит. А сейчас смотрите новый ролик. Приятного вам просмотра. Здравствуйте всем! Сегодня у нас ранее обещанное видео о ремонте лодочной ГБЦ подписчика из Ульяновска Константина Вячеславовича. Вначале в очередной раз выражаю ему огромную благодарность за оказанную материальную помощь нашему сотруднику, квартира которого сильно пострадала от артиллерийского обстрела. Кто желает еще помочь нашему росточнику, все ссылки на контакты будут в описании под видео. Вернемся к Константину. Он занимается ремонтом лодочной техники, гидроциклов, снегоходов и многим другим. Кому это интересно, я оставлю его номер телефона в описании под видео. А на этом видео мастер испытывает лодку после своего ремонта. В ремонт приехала головка лодочного мотора Suzuki DF100-140A и объемом чуть более 2 литров. Цифры 100-140 это лошадки. По словам Константина, это очень удобный мотор, то есть покупаешь 100 лошадиных сил, а делаешь из него 140 лошадиных сил, ну а налог платится меньше, как за 100 лошадок. А я вам рекомендую досмотреть это видео до конца, где вы увидите результат нашей совместной работы, сборку и обкатку этого мотора с отремонтированной головкой на двигателе. И все это будет происходить, конечно же, в Ульяновске. Далее о проблеме ГБЦ рассказывает сам владелец лодочного мотора. Добрый день. В общем, смотрите, вот эти поры уходят под седло, как я понимаю. Вот. И уходит вот это выхлоп. И уходит под выхлоп тоже. Вот здесь вот проходит водяная рубашка промеж них. Вот, не знаю как, но на следующей неделе планирую отправлять вот эту ГБЦ вот с этими трещинами. Вот. Так, ну, скажем так, для работ предварительно ее отмыли мне, чтобы вам какашки не посылать вот эти, вроде как неудобно. То есть все чистенько. Отмыли мне ее в специальной камере. Типа пескоструй, но там не пескоструй, а что-то такое стекло. Вместе с водой вот они отдал мальчишкам соседи. Они такую камеру купили. И ее вам подготовили, чтобы вам приятнее было работать. А проблема трещин вот в этой голове заключается в том, что на нем поездили по песку. У нас песчаные берега на Волге. Вот, и получилось так, что помпой, крыльчаткой снизу, где редуктор, подняла песок вверх, ну и в башку его набила. Ну и, соответственно, охлаждаться она перестала, и пошли трещины. Мотор был не мой, его перегрели, а я его выкупил, ну, скажем так, не так дорого. Но выкупил под себя, хочу себе его оставить. Вот, потому что его новый не укупишь сейчас. Немного спустя головка прибыла к нам в цех, и Константин очень порадовал тем, что он серьезно отнесся к моим пожеланиям по упаковке запчастей. Дело в том, что несколько раз клиенты к этому относились легкомысленно, в результате головки приезжали к нам с различными дефектами, в основном ударами и обломами. Как видите, в данном случае упаковка добротная, и сделать ее, собственно говоря, не составляет труда. Поэтому и доехала ГБЦ в целости и сохранности. Скрываем посылку и уже реально, не по видео, пощупаем, поглазеем, посмотрим на эту головочку. Оставим упаковку для отправки головки клиента в обратную сторону, а вот и она, родимая. Все, как я и просил. Пара клапанов, которая будет стоять в этих восстановленных местах, и пара впускных клапанов для проверочки. А вот и та самая проблема. Те трещины, с которыми мы и будем бороться в этом видео. Отправляю агрегат в опрессовку, и видно, что по трещине воздух шурует как в цилиндры, так и в коллектор. Вторая трещина не дует, она не пересекла водяной канал. Однако эта трещина чревата тем, что по трещине будет перепускаться смесь в коллектор. Если посмотреть на давление, при котором головка дует, то минимальное давление 70 градусов. Когда мы увидели проблему воочию, отправляю головку на фрезер для предварительной разделки. Делает ее фрезеровщик Сергей под руководством сварщика Андрея.
Значит, давай выбиваем, сейчас удаляем седло и с этого места выводи вот так вот. Здесь, наверное, отверстие вот оно, вот это будет. Чтобы ты не лез на это, потом не восстанавливал. Ну, не то, что не хочешь, а водяной канал лишний раз. После распила Андрей забирает головку себе. А вообще, ты знаешь, наверное, ничего не надо делать тебе. Ну вот пошла в работу лодочный мотор Сузуки. Значит, две трещины были. Трещина от выпускных сёдел на выпускной коллектор. Ну, изначально планировали, что здесь будет водяная рубашка, вот здесь вот. Ну, предполагалось о том, что здесь будет водяная рубашка. Оказался монолитный сплав, состав здесь. Значит, ну, по своей практике, по своему так ощущению, я вижу, что это магниевый сплав. Почему? Потому как фрезой резали. Нет, это сплав на основе алюминия, но с добавлением, причем большого добавления магния. Химический состав сейчас не назову, потому что нет нигде ни на головке, нигде ничего, никакого обозначения нет. Но по структуре, когда режут его, видно, что магниевый сплав такой очень кряхкой такой. Его нужно аккуратненько с нагревом, с этим именно не просто с этой головой, а именно с этим сплавом. Немножечко с нагревом надо, щадящий такой равномерный нагрев. Только тогда мы, когда помыли все это дело, здесь удаляются вернее, проявляются еще две трещины на свече. Вот они. Вот они, вот она. Вот четко она видно, она вот она идет с рубашки, вот она эта трещина. И здесь тоже та же самая история, вот она. Пока еще не могу ничего сказать, как мы будем с этим бороться, но какие-то шаги предпринимать надо, потому как потом хозяин задаст вопросы, а почему же вы, ребятки, это не сделали сразу? До конца не стал вырезать трещину. Почему? Потому как немножечко надо оставить родного тела. Мы сейчас засверлим с таким расчетом, чтобы сделать провар. Потому что если мы полностью вырежем трещину, а потом, когда начнем заваривать, ее начнет сначала стягивать, а потом распускать, и оно полопается. Тогда все. Тогда жизнь мы у нее действительно отобрали на один раз. Сейчас еще раз мы его промоем. Потому что керосин лили, когда разрезали, не жалели. У нас в былые времена приходили такие подобные двигателя, но только это 4-цилиндровые, а тут 3-цилиндровые ротексы. По-моему, если мне не изменяет память, швейцарские. Конечно, опыт тяжелый был варить эти. Там именно сплав. И вот как раз таки из этого сплава и эта головка. Вот я думаю, что у нас получится. Пока еще не знаю. Ну, в нашем деле ничего не обходится без зубила. Так что начинаем мы работу с зубила. Ну и все вот эти лишние петухи, которые мы удаляем зубиль. Я в этот раз намеренно просил фрезеровщика разделку трещины сделать на одну сторону. Почему? Потому как здесь водяной канал. Вот мы сейчас его пощупаем. Посмотрим, куда он у нас идет. Вот у нас он. Вот он у нас идет. Это, скорее всего, он идет на обратную сюда где-то. В рубашку. Вот в эту рубашку.
Но здесь опять же проблема с трещиной меня пугает немножко. Значит, я отвлекся, ребятки, преднамеренно выборку трещины делал на одну сторону, потому как здесь водяной канал, и лишний раз трогать этот водяной канал, это, ну, сами понимаете, это морока не нужна никому. Мы хотим его оставить заводским, такой как он есть, и максимально его не трогать. Значит, в момент фрезеровки вы наверняка наблюдали, я делал разметку. Отметки поставил, вот они, это где проходил водяной канал, край водяного канала. Но здесь наверняка мы не затронем, а здесь водяной канал мы вскрыли, убрали, и его придется восстанавливать. Вот эта метка у нас как раз и послужит габаритом, размером этого водяного канала. Ну, дальше уже будем сейчас разделывать. И все-таки после разделки мы еще раз решили опрессовать головку, чтобы уже наверняка убедиться в проблеме. Опрессовка ничего нового не показала, а посему я связался с Константином и согласовал дальнейшие наши действия. Прошли согласование с клиентом по поводу работы с трещинами. Значит, напомню о том, что вот эти трещины коллекторные были однозначно решены. Они с этой болячкой, головка пришла, клиент дал добро сразу варить. А вот эти трещины, которые идут по свечному стакану, значит, мы без согласования с владельцем не стали это делать. Значит, к какому выводу мы пришли? Мы отверстия вот эти, конец трещины мы засверливаем, разделываем трещинку и завариваем ее. И варим не так основательно, не так глубоко, но попытаемся заварить. Почему это так делаем? Потому как этот сплав очень сухой, и он очень подвержен растрескиванию. И вот как бы так стоит вопрос, выживет ли все это изделие после того нашего воздействия. И вот пытаемся малыми силами произвести минимальное воздействие на это дело, чтобы это все дело сохранить. Ну, будем делать. Обязательно нужно определить конец трещины. Ну, у нас тут явно он виден, конец трещины. Мы на нем ставим керном точечку, для того, чтобы это место потом загнать в сверлышко. Потому как эту трещинку нужно остановить. Если мы ее не остановим, то вся наша работа пойдет бобику под хвост.
Ну и так, ритуальный танец с ацетоном. Все, пускай печечка греется, как будет готово, будем варить, будем продолжать. По окончании сварочных работ головка после контрольной отпрессовки отправляется к расточнику координатно-расточного станка Виталию, которому Константин, владелец этой головки, несколько раз оказывал существенную материальную помощь, о чем я говорил в начале видео, за что вновь и вновь огромное сердечное ему спасибо. Виталий, в свою очередь, крепит головку к синусной плите, выставляет ее на станине станка. Затем расточник сбивает лишнюю сварку с поверхности головки. Далее нужно выставить угол синусной плиты, чтобы расточить посадочные места подсъедовых клапанов, а они в этом цилиндре стоят под углом. Виталий делает проверку, снимает и фиксирует координаты. Ставит необходимый патрон, оправки и резцы. Приступает к расточке. Расточник пошагово справляется со сваркой и за несколько проходов выводит стенки цилиндра и посадочные места сверхклапанов.
Теперь фрезой делает предварительное выравнивание поверхности цилиндра. Равняет стенки выпускных коллекторов и для удобства разметит ровные линии линейкой. Теперь, используя лекальную линейку, Виталий по меткам сварщика Андрея создает контур водяного канала. Ну, а здесь на фрезу, на диаметр фрезы. Ну, да. здесь радиус от фрезы здесь. Вот так. Остается только фрезой вырезать контур канала. И Виталий снимает размеры будущих выпускных сёдовых клапанов, отдает размеры и заготовки токарю, который впоследствии вытачивает их. Теперь мне остается только подобрать требуемые оправки для этих заготовок. Слегка подогрев посадочные места и смазав масло в заготовке, ставлю их на свои места. Обязательно проверю, чтобы седла стояли в своих посадочных местах четко, ровно и без зазора. Далее передо мной стоит задача убрать лишнюю сварку, которая торчит в коллекторах, как со стороны сёдел, так и со стороны выходных отверстий коллекторов. Зашлифовать все неровности от фрезы в цилиндрах между сёдлами, придать требуемую размеры и форму. Эти вот шишки убрать и сделать примерно так, как здесь. Делаю я это традиционно разными подходящими шарошками. С маслом все это будет, как известно, идти куда лучше. Подмажем. Следующая моя задача – это восстановление свечной резьбы. Понятное дело, метчик сразу в этом отверстии не пойдет, потому как есть наваренная гуля. Нужно сперва сбить эти гули в свечных резьбовых отверстиях. Возьму для этого вот такой маленький пальчик и аккуратно, чтобы не переборщить и не испортить резьбу в глубине шахты, срезаю лишнюю сварку. Теперь беру метчик для резьбы и вновь-таки аккуратно ловлю им витки. Метчик нужно четко поставить, чтобы не испортить резьбу. Алюминий мягкий и запросто можно поехать не туда. А поедешь не туда, естественно, испортишь резьбу. Причем испортишь ее на ухнать. Побрызгаю немного РВшкой, ставлю головку и начинаю крутить метчик. Кручу аккуратно, чтобы не переусердствовать. Если идет тяжело, нужно понять почему. Сейчас пошел немного туже, а это значит, я начал выводить резьбу в заваренном месте.
Вот так теперь выглядит свечной колодец. А сейчас аккуратно и также не торопясь шабером удаляю оставшиеся заусенцы и всякие наплывы. После всех операций требуется опрессовать головку и убедиться, что все наши работы не нарушили ее герметичность. Как видим, все отлично. Пока головка опрессовывается, почищу и восстановлю клапаны и их фаски. Как оказалось, выпускные клапаны немного гнутые, то есть до шлифовки тарелки клапана биение составляло 7 соток, это много. Шлифанул 4 сотки, тоже как бы многовато, но притрется. У впускных клапанов биение 1 сотка. Ставлю головку на станок и нарезаю фаски. После чего обязательно притру клапана по седлам. Все идеально. Теперь остается лишь отфрезеровать поверхность, помыть головку и отправить ее клиенту, что собственно я и сделал на следующий день. Отправил головку по почте СДЭК, прошло еще какое-то время, и вот уже Константин едет в офис СДЭКа за посылкой. Вот пришло сообщение, что груз с Ростов-на-Дону прибыл. Все. Едем в СДЭК получать товар. Так, вот она наша контора. Что-то машин до хера, блин. Ну да ладно. Все, идем забирать груз. Ага, это для YouTube. С Горловки приехала посылка. Ага, спасибо. Ну все, посылка в машине. И едем в гараж открывать. Посылочка приехала домой. Так, машину заглушим. Забросим маленького ребеночка. Начинаем распаковочку. Так будет понятней. А? Нифига себе. Упаковочка моя же. Я такой отсылал. Ребята сильно удивились, нифига себе, первый раз так приехал. Так, елки-палки. Что? Ух ты. Ух ты. Слушай, смотри, какая красота. Так, куда ножки могут? Опа-на. А? Слушай, это не моя. Они ее подменили. Подменили, да. Я им высылал кусок алюминия, а тут смотри. Новая головка. Не может быть. Да. Слушай, они ее подменили. Подменили, да, подменили. Сделали вид, что работает. Да. Молодцы, ребята, молодцы. Здорово. Спасибо огромное. Будем начинать сборку потихоньку. Все, всего доброго. Спасибо огромное еще раз. Ну вот, вода пошла. Моторчик работает ровно. Все хорошо. Термостат открылся. По приборам все отлично, ошибок нет.
Все, парни, совместными усилиями мы с этим делом справились. Вот такой ролик нынче вышел. Оставляйте комментарии, поддержите канал донатом, задавайте вопрос, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.